Я не знаю, если есть другой город, который более штрафы, чем Дубай, где сейчас находится Бурдж-Халифа, тоже называлось Defense Roundabout. Это было абсолютно казарма, как баракой. Я знаю много адвокатов, которые перешли работать брокером в агентство недвижимости. Это не просто моя работа, это моя жизнь уже. Всем привет! Я Ирина Ямгурова, руководитель департамента по работе с партнерами в Международном агентстве недвижимости Inside City и амбассадор компании MB Homes. Сегодня у нас в гостях Крис, представитель застройщика Aqua Properties. Крис в Эмиратах более 25 лет и знает этот рынок недвижимости наизусть. Очень приятно, во-первых, спасибо огромное для приглашения. Можно сказать, что в самом начале, когда уже в Дубае открылась freehold для иностранных инвесторов, это было примерно где-то 2003 года, мы фокусировались на недвижимости, и с этого дня рынок очень сильно поднялся. Дубай сейчас, можно сказать, это город мировой, столица, этот мир. И все люди, которые здесь приезжают, каждый год принимают новую картинку и обновление города Дубая. Крис, у тебя был карьерный рост? Или ты сразу пришел на данную позицию в компанию Aqua Properties? Нет, на нашей индустрии, можно сказать, нет такой большой иерархии или титлов. Это, конечно, когда я пришел в недвижимость, я хотел узнать, какая политика есть после каждой двери. Я закончил здесь свое образование в Дубае как консультант по отельному развитию. Ну, конечно, когда мы закончили свою консультантскую профессию, мы были просто как консультанты. Там не было никакой опыта для жизни. А, конечно, строительство и отели – это очень сильно связаны, стройка. Поэтому я хотел узнать, научить для всех компаний. И это было перфектное время, потому что, когда я закончил свое образование, тогда уже Дубай начался развиваться. В этот настройка тоже по недвижимости. Открылись и законы. Вообще, Дубай был другой город. После этого я, конечно, не могу уже перейти на другую работу. И если я могу сказать, это уже не моя работа, это моя жизнь. Работал, конечно, в много компаний, разные застройщики, тоже брокерство. Это было, конечно, длинный опыт. Но могу сказать, что Дубай как город трансформировал себя несколько раз. Сначала было как туристическая дестинация номер один. Потом Дубай трансформировался в такой финансовый хаб, где предлагали все условия для инвестиций. И это, конечно, повлияло очень сильно для недвижимости. А сейчас, наоборот, Дубай опять трансформируется в технологичную столицу мира. И каждый раз Дубай трансформируется, мы все тоже трансформируемся с города. Поэтому это можно, как сказать, легко заметить. Когда Дубай подвигается, мы тоже с этот город тоже больше информации принимаем, больше опыта принимаем. Скорость Дубая можно, конечно, сравнить с самыми большие города сейчас в мире. Например, если мы общаемся специфично для недвижимости, можно сказать просто несколько слов и цифр этой индустрии. Сколько новых застройщики в Дубае и сколько много агентов тоже в эту индустрию себе посвятили за последние 20 лет. Вообще город совершенно другой, и Skyline каждый день меняется. Новые здания, новые локации, новое село. Каждый день приезжая в этот город. Мы уже видим много районов, которые раньше были вообще пески и пустыни. 5 лет назад это вообще было конца города, можно сказать. А уже это новый город. Слушай, Крис, ты говорил про 3 стадии развития. Подскажи, как эти стадии влияют на работу брокеров, агентств недвижимости? Опыт, который мы приняли на развитие города и на развитие и нашу индустрию. Когда первый раз в Дубае начали принимать иностранных инвесторов, система вообще была не подготовлена за такой уровень, ни финансовая и не административная. Мы все в общем научили свой урок. И сейчас можно сказать, что в Дубае приняли самые-самые лучшие регуляторные и самые-самые лучшие законы. И, конечно, не только приняли, а еще сделали намного лучше, потому что если есть город, который двигается так быстро, конечно, нужна система, которая можно все эти быстро обслуживать. Дигитальная сфера очень сильно поднимается, и это, конечно, связано с 4-й стадией, которую мы только
пообщались, что Дубай сейчас смотрит, будет будущий и самый лучший технологический город. Сейчас очень, очень легко все эти процессы идут, потому что система уже развита. Финансовая система тоже так сильно развилась за эти все 20 лет. И это доказательство, потому что много людей, когда приедут в Дубай, они не ожидают, что так легко создавать свой бизнес, открывать свои бизнесы и счета, и там далее. И все сделает авторизация дигитально. Это на много мест в мире еще не получилось. А в Дубае уже есть. Можно сказать еще, что мы приняли все эти знания с города. Как Дубай принимает новые регуляторные условия, мы тоже каждый раз принимаем эти условия и двигаемся далее. Сейчас, например, самая последняя инновация, чтобы были каждый листинг в Дубае реальный, бывает такое условие, что нужно поставить QR-код. И это, конечно, генерируется индивидуально за каждый листинг или за каждую недвижимость и позволяет человеку узнать, что это реальная недвижимость, которая существует, а не просто какая-то маркетинговая фишка. Можно сказать, очень элементарно и очень простой инновация. Но эта простую инновацию сейчас сделает невероятно большой импакт на нашу индустрию, потому что истинность на каждый листинг, на каждую недвижимость, которая рекламируется, будет 100%. Конечно, никто в нашу индустрию сейчас не смотрит налево или направо, потому что штрафы здесь в Дубае тоже очень-очень-очень высокие. Я не знаю, если есть другой город, который более штрафы, чем Дубай, но это наоборот хорошо. Потому что когда есть правила, то нужно все пользуются это правило и будет истинность. И это сделало, конечно, очень хорошие условия для развития нашей индустрии, потому что когда все, что рекламировано в интернете или что рекламировано на все эти платформы истинно, то тогда это не теряет время, не теряет деньги. Эффикасность на всей индустрии повысилась очень сильно. И за это элементарные правила. Крис, Дубай часто сравнивают сейчас с Саудовской Аравией, с Оманом. Как, на твой взгляд, как ты это видишь, будущее развитие Дубая в соотношении с другими странами? Это очень хороший вопрос, и, может быть, я неправильный человек сравнивать эти города, потому что, конечно, я люблю Дубай после столько лет. Но я могу просто сказать, что город развития обязательно связан с инфраструктурой города, с инфраструктурой этот район. Когда я пришел, Дубай был совершенно другой город, можно сказать, одну большую улицу, которая можно еще определить как самый главный улицу или самый главный путь, который связывает все Эмиратов. Это называется Шейх Зайед Роуд. Это, конечно, еще можно называть как самый большой экономический фактор и самый большой фактор для нашей индустрии, потому что без разницы, если это коммерческое или резидентское жилье, чем ближе до Шейх Зайед Роуд, это лучше. И когда есть коррекция на наш рынок, конечно, первые здания, которые повышают свои цены, это всегда те, которые ближе этот путь. И эта инфраструктура определяет развитие города и будущее города. И эта инфраструктура, конечно, началась очень давно. Один другой объект, который можно сильно повлиять на инфраструктуру города, и это, конечно, Водной Крик, который связывает море уже 2 раза. Когда я пришел, было только Крик Дейра, а сейчас, наоборот, уже Крик Бизнес-Бей, которая делает полный круг с моря. И эти инфраструктурные проекты, конечно, начались очень давно. Можно сказать, более 20-30 лет назад. Результаты и эти инфраструктурные проекты, включая тоже аэропорт Дубая и Emirates Airlines как компания тоже, конечно, начались очень давно.
20-30 лет назад. И эти инфраструктурные планы, когда были заложены, и они развились правильно, и это подсказывает и объясняет будущее Дубая. Я надеюсь, что все соседние державы, как Оман, как Саудовская Аравия, тоже подняли свои инфраструктурные планы по самому тот же уровень. И, конечно, после всего этого времени они получат тоже хорошие результаты. Конечно, рынок Саудовской Аравии намного выше и большой, и там, можно сказать, 10 раза более люди живут. Конечно, там будет еще более колоссальные инфраструктурные объекты. И я надеюсь, что они тоже успеют, как Дубай тоже успел. Крис, спасибо. Подскажи, ваша компания Aqua Properties планирует выходить на Саудовскую Аравию, на рынок недвижимости, застраивать там объекты свои, либо же, может, в Оман? Очень интересно, потому что наши владельцы где-то 20-25 лет назад приехали из Саудовской Аравии всей семьей в Дубай. И они выбрали Дубай как город свой бизнес или город свой компанию. И, конечно, за все это время мы развивались вместе города. Но если они обратно будут в Саудовской Аравии, это я не могу ответить. И надеюсь, почему нет. Никто никогда не знает. Ну, да. Может быть, наш опыт тоже добавит какие-то плюсы на саудовский рынок. Крис, что ты можешь рассказать по трендам рынка недвижимости Дубая? Может, какие-то планы, инновации? Что ты вообще слышал об этом? Можно еще рассказать за рынок Дубая, что с развитием города сильно повлияло тоже интерес в разные недвижимости. В начале развития недвижимости в Дубае было очень модерно, что были всегда компоненты отельные, коммерческие и жилье вместе, потому что город был, как сказать, Средний Восток, высокие температуры, и всегда бывает несколько месяцев в года, когда все горячее и невозможно просто на улицу гулять. Сейчас более и более видно, что Дубай превратился в другой город, где очень много районов бывает, как в Европу, где можно сильно прогуляться. Продолжение километров, даже можно на велосипед ехать. Это, конечно, сначала, когда началось развитие недвижимости в Дубае, это не было так. Что я могу заметить, что много новых районов сейчас включают виллные дома, большие виллные дома, и это опять связано с тот фактор, что много людей, которые пришли в Дубай, конечно, начать свой новый путь жизни, не просто пришли здесь поработать и посмотреть, что нового, а просто пришли и начали здесь жить. Эти люди сейчас покупают эти виллные дома, и поэтому большой интерес для виллы, таунхаузы. И, конечно, получается, что каждый новый месяц есть новый лонч на такие сила, на такие новости в Дубае. Новый тренд рынка, это тоже, можно сказать, коллаборации. Очень много мировых брендов тоже, конечно, хотят поставить свою компанию или свой бизнес на этот рынок. Последний год можно, конечно, сказать, что это было вообще взрыв. А какие районы Дубая ты выделяешь в перспективе развития максимального? По пути я заметил несколько из этого бренда. Например, 2 из автомобильных компаний, которые уже строят. Одну строят напротив ваших зданий. Это не тайна уже. А другая тоже, которая относится за самый люксозный автомобильный бренд, который на Шейх Зайед Роуд. Опять связано с этой инфраструктурой. Это будет вообще... Не надо думать. Все бренды, которые находятся рядом с такими большими инфраструктурными объектами, будут очень-очень успешны. А если не привязываться к брендам, а именно отдельно поговорить про районы, какие районы ты считаешь наиболее перспективными? Когда началось развитие недвижимости в Дубае, конечно, это было несколько районов. Дубай-Марина, Палм-Джумейра. Это было, конечно, самые главные монументальные проекты Дубая, которые сделали Дубай очень известный. Сейчас это для нас, люди, которые здесь живут, обычно, что каждый год бывает не только один, может быть, 2 или 3 большие района, которые будут развиваться. Сейчас бывает каждый новый год, бывает новый городок. Каждый городок может быть относиться более 80, 90 или 100 разные кулы или офисные здания, или большой шоппинг-молл.
Например, рядом с это здание, вообще, я не могу сказать, что это был центр города, но здесь вообще не было никакой бизнес или жилье, здесь была военная локация, где сейчас находится Бурдж-Халифа, тоже называлась Defense Roundabout. Это была абсолютно казарма, как баракой. А сейчас меньше 20 лет. История уже показала совершенно другую локацию, где весь мир приезжает, отмечает Новый год, встречает самые лучшие праздники. И поэтому только время покажет. Ну, несколько из этих районов, например, Дубай-Айленд, новый Дубай-Хиллз, который тоже будет, Дубай-Хиллз 2, уже есть планы. На втором плане, можно сказать, Арджан, и все объекты, которые рядом с новым городом. Дубай-Саут тоже очень перспективный, потому что он связан с новым аэропортом Дубая. Много-много-много новых районов, которые уже развились за последние 5 лет. Крис, подскажи, твоя компания, когда покупает земельные участки, она основывается на стратегии Дубай 2040? Это связано, во-первых, с объемом, который можно обратить, можно построить, и с капиталом, который каждая компания располагает. Я надеюсь, что у нас будет еще больше, еще выше результаты. Ну, на данный момент мы подготовляем объект, например, который находится в центре Арджана, который будет на очень большую инфраструктуру, 30 тысяч сквер-футов. Это невероятно большой объем, самый большой кусочек земли. И на этого мы будем строить больше 1200 номера или 1200 квартир. И это тоже будет наверху большой торговый центр. Поэтому такой инфраструктурный объект, который связан тоже с жильем, не так легко найти. Можно сказать, что в Дубае это меньше 10 объектов, которые располагаются такой объем. На второй точке можно сказать, что много строителей уже на эту локацию в Арджан строили за последние 5-6 лет, и они до этого момента не построили такой объем. С первый объект мы уже поставляем нашу компанию на карту Арджана с 1200 плюс квартир. И это, конечно, другой разговор, потому что у нас уже 20 лет историю. Мы поднимаем такие объекты не первый раз. Прошлый объект, который мы уже строили, например, через дорогу в Мотор-Сити, тоже был очень интересный, потому что там была тоже коммерция, тоже очень хорошие условия для резидентов, 90 метров бассейн. Один из больших плюсов для всех новые здания, конечно. Ну, там были 433 квартиры тоже. Мы называем это The Community, нашу концепцию, которую мы строим, где бывают всегда coworking офисы и очень хорошие условия для резидентов. В общем, можно сказать, что компании, которые, например, субсидированы из правительства, строят в такие большие объемы тоже. Но интересно, что мы не получаем субсидии из правительства. И еще мы делаем все объекты через наши строительные компании. А большинство из компаний, которые, например, получают субсидии из государства, они пользуются всегда подрядчики. Это большая разница с нашей компанией и все, конечно, большие компании, которые в Дубае оперируют. Мы, конечно, создаем недвижимость и влияем на этот рынок. Но, конечно, мы тоже соблюдаем все тренды. Создавать недвижимость просто так, потому что мы имеем возможность строить 1000 номера, это неправильно. Мы рассматриваем, во-первых, демографически, как район застроен, что есть рядом, если подходит, если не подходит. И это, конечно, не только наша обязанность, это обязанность государства, потому что они понимают лучше, чем всех. Например, если мы общаемся по Арджан, там видно, что Арджан рядом с самыми большими виллные районы. Это Дубай-Хиллз, это Барша, это Arabian Ranches. Все эти 3 района всегда бывают очень большие дома, очень большие семьи и очень много детей, конечно. Ну, еще есть очень большой минус. В каждой эти 3 района есть только 1 или 2 школы, где все эти дети посещают школу, понимаете? Поэтому сейчас можно об этом просто элементарно рассказать, что Арджан, как локацию, это район с самой большой концентрацией школ Дубая. Там самые лучшие бренды, мировые бренды Дубая пригласили. И это, конечно, опять связаны с государством, потому что они оставили землю, которая относится для бизнеса.
И эти школы, несколько из них можно просто вспоминать, например, Bloom Academy или Dubai Heights, есть два Джемса еще, есть Repton School, King School, Brighton College, Норд Англия, Australian High, Safa Community. Ну, самые-самые лучшие бренды и самые-самые большие школы Дубая. Они находятся все в этой локации, рядом Арджана. Если мы, допустим, даже 500 учеников каждой школы или 1000 учеников каждой школы, это тоже показывает, что эта инфраструктура хватает легко, что 5000 или 10 тысяч человек каждый день пришли и ушли на этот процесс школы. Еще экономическая диверсификация Арджана не останавливается только с школами. Второй момент тоже есть очень рядом с Арджан есть тоже Dubai Science City. Это медицинские свободные зоны, которые тоже сильно развиваются от государства с компанией, которые развивают новые медицинские продукты. Там тоже есть две самые лучшие больницы. Одну, которая раньше была на Jumeirah Road, называется Neurospinal Hospital. Они перевелись на эту локацию, потому что есть, конечно, более земли, развитие. Второй объект называется Mediclinic Park View, тоже очень сильный и очень большой объект, который дает медицинские услуги. Еще что можно сказать про Арджан. Там находится самый-самый большой парк цветы. Можно это, конечно, обсудить легко, потому что это известно у каждого туриста Дубая. Это аттракцион номер 1 на TripAdvisor Дубай. Садик бабочек и садик цветы. Все туристы, которые приезжают в Дубай, всегда делают две вещи обязательно. Это дезерт сафари. И вторая вещь – это сделать селфи, фотографии всей семьи в Miracle Garden, садик цветы. Ну, наш объект, конечно, находится непосредственно садик цветы в центре Арджана. И можно сказать, что это будет просто как прогулка в парке, потому что между эти два объекта, наши объекты Miracle Garden, где-то меньше километр, хороший зеленый парк, где можно, конечно, дети, собачки играют. И это, если опять мы вернемся на вопрос, как развивается каждый район развивается через рассмотр экономической эффективности на все районы, которые рядом, на инфраструктуру, которая рядом. Будет, конечно, невозможно сделать такая вещь, чтобы были 10 школ оперативные, если там не было правильной инфраструктуры. Это не создается от застройщика, это создается от городской план, от регуляторов и от правительства. Они понимают свои демографии, во-первых, и все эта демография они планируют. Например, каждый район бывает возможность высокое или низкое здание. Это тоже уже стриктно определенно. Например, каждую землю, когда покупаешь, это невозможно просто так сделать высокое здание. Нет, там есть уже определенный, city planning называется. Это делается 10 или 15 лет заранее, чем когда уже стройка началась. Это зависит от государства. И от государственной, от Dubai Land Department, от Dubai Development Authority, от Dubai Municipality. Все эти институции, которые относятся по развитию города, по развитию инфраструктуры. И, конечно, которые отвечают за все разрешительные, за все документы, которые нужно сделать до начала каждый объект. Конечно, мы не просто так приезжаем, покупаем землю и начинаем стройку. Нам нужно, первое, создать архитектурный план, который они одобряют, потом это все регистрируется. И, конечно, не только физические регистрации и архитектурную планировку, еще финансовые планирование, потому что каждый объект считается, во-первых, по объему стройка, по жителям, по цена каждый квадратный фут. Если это подходит, это объект подходит на район или нет, тоже, конечно, это влияет на ценообразование весь район. Конечно, мы эти факты все рассматриваем до начала строежа и до начала вообще в планировке. И каждый объект, конечно, строится минимально 3 года. Поэтому если надо ответить, как создается трендовый рынок, мы рассматриваем все эти факты и планируем, может быть, сказать, 5-6 лет впереди.
Я не говорю, что это легкий процесс, это процесс, который принимает решения от много профессионалов. В нашей компании большинство от людей, конечно, бывает много года опыта, которые понимают стройка не только дома, а тоже большие здания и большие инфраструктурные объекты. И, конечно, самое главное — понять район, понять города. Я думаю, что для наших зрителей будет интересно узнать, насколько важно развитие партнерской сети для застройщика. Какие, может, проблемы встречаются, как вы их решаете? Элементарно просто могу ответить. За каждый бизнес, за каждую компанию, за каждый рынок одно золотое правило. Money, brains and contacts. MBC. Это самое главное. Мозги, деньги и контакты. Да. Один сам по себе никогда не сделает все эти вместе. Самое главное, что развивать не только одну компанию, а, конечно, все вместе развиваться и двигаться вместе. Деньги сами по себе тоже не двигают бизнес. Там нужно всегда имплементировать хорошую концепцию, хорошие идеи, знать законы, знать все позитивы, негативы каждый рынок и преодолять все эти вместе с партнером, с регулятором, чтобы получится хороший результат на этот рынок. И, конечно, и эти контакты, и эти партнеры, которые мы общаемся, зависят один друг друга. Помогает, и мы это тоже понимаем. Одно из самых наших больших плюсов как компания, мы развивались не только как застройщик, а тоже как брокерство, тоже как компания, которая тоже делает property management, компания, которая делает консультации, которая консультирует вокруг польной услуг недвижимости. И последний год еще мы тоже открыли краткосрок. Можно сказать, что у нас тоже повезло. Бывают новые офисы на супер локации, как Blue Waters, где самое большое колесо обозрения. Тоже в Порт-де-ла-Мер мы открыли новые офисы сейчас. И, конечно, рядом с Serena Pavilion, где бывает более вильный район. Последний офис, который мы откроем сейчас в конце месяца, это будет в Арджан, в районе Арджана, рядом с нашим объектом. Там будет как шоурум и бизнес-лаунж. Поэтому наша компания, можно сказать, за эти все 20 лет развилась очень хорошо. И не создает просто стройка или просто брокерство, а предлагает вокруг польный сервис недвижимости. Крис, не услышала, какие подводные камни встречаются при развитии партнерской сети? Бизнес не развивается только на дубайский рынок, бизнес развивается в мировой аспект. Структура бывает не только на дубайский рынок, а тоже мировые партнеры. Мы работаем, и очень часто у всех застройщиков, не только у нас, бывают интернациональные роуд-шоус, которые и выставки, конечно, которые уже стали очень популярны в Европе, в Азии, даже в Африке, очень-очень популярны. И там, конечно, можно заметить, у кого есть сильное партнерство. Потому что когда, как у всех большие застройщики, которые даже на государственный уровень, тоже бывают фавориты. Видно, с кем работает партнерство, брендовый эндорсмент, которое никогда не можно закроить глазами, потому что это очевидно. Это уже как стратегия бывает у всех. Все делают выставки, все делают интернациональные роуд-шоус. И, конечно, все развивают дубайский рынок вместе. Могут ли современные технологии повысить развитие партнерской сети? Современные технологии уже влияют сильно на эту индустрию. И не только на партнерство, а на весь процесс. Если мы говорим про недвижимость как самый старый бизнес мира, самую старую индустрию, то нужно понять, что эта индустрия не поменялась сильно для последние 2-3 века. Сейчас мы сидим в такой момент в жизни, где технология уже поменяла не только одну державу или одну индустрию. Технологии и инновации уже поменяли весь мир. И, конечно, это не пропустит недвижимости.
Если мы общаемся про недвижимость как индустрию, то, конечно, нужно посмотреть на все законы, которые относятся по регистрации, на все законы, которые относятся по платежа недвижимости или по финансированию, например, ипотека. Во-первых, если посмотрим, как финансовая индустрия поменялась и как деньги поменялись, обмен валют, например, как поменялось за последние 10 лет. Раньше мы все были с бумажные деньги. Сейчас объем валюты делается в наш кошелек, телефон. Раньше в индустрии недвижимости все документы были бумажные, обмен документов и обмен деньги всегда были бумажные, но скоро они будут абсолютно дигитальные. Процесс регистрации, процесс отплаты, токенизация и все там далее, конечно, сильно повлияет на нашу индустрию. И это поменяет не только процессы, а еще партнеры и еще регуляторы. Будет создавать новые условия, новые услуги. И это сделает нашу индустрию совершенно разной, 100%. Этот процесс уже начался. Элементарные приложения, элементарные способы регистрацию недвижимости или, например, превращения документов уже поменялись. Я вижу, что в следующие 5 лет наша индустрия будет совершенно разная. Это, наверное, будет покупка недвижимости через приложение. Не только покупка недвижимости. Здесь относится планировку, новую стройку. Здесь относится еще эффикасность каждой зданий. Здесь относится еще употреба каждой зданий. И это все будет связано, например, big data или, как называется, информация, которая связана с каждой жильем или с каждой торговый центр или с каждой недвижимостью. Сейчас мы употребляем в одно направление. А эта информация не дает оценка или не дают информацию за полную историю этого здания. Но сейчас бывают уже такие платформы, которые дают такая информация с начала создания этой недвижимости. И эта информация никогда не будет, не будет на разные периоды, а будет с начала до конца. То есть полный цикл, да? Полный цикл. И это абсолютно поменяет не только нашу индустрию, а поменяет тоже, например, финансовую индустрию, которая отвечает за валюацию этой недвижимости. Или для аренды, или для перепродажи, или вообще все эти аспекты. И это более эффективно, и с другой стороны, дает возможности на те компании, которые понимают и имплементируют инновации и технологии, пользуются с такой предимство. Ну, еще есть много негативов, которые, конечно, такая эффикасность создает у рынке. Может быть, более спекулятивные транзакции получится. Конечно, это все связано еще с приглашением на другие финансовые способы приобретения недвижимости. Это очень интересное предположение. Я вот сравниваю с акциями. Да, потому что сейчас на данный момент недвижимость является одну категорию собственности, asset, которая не пользуется большим интересом, с большой финансовой институцией. Конечно, очень интересно, но только в одну категорию. А с приобретением тех технологий, которые создают более ликвидность, более эффективность покупли-продажи на рынке, не только в одну державу, например, по всем мирам, тоже создает очень хорошие возможности поднимать новые капиталы и новые фонды, которые могут инвестировать тоже в недвижимости, как совершенно другой категорию. И это создает предпоставки развития недвижимости в этот носоке, в этот цели. Помимо развития партнерской сети, какие еще методы развития для застройщика сейчас наиболее актуальны? Трудный вопрос, потому что здесь еще вопрос относится не только для застройщика и брокера, а еще для тех компаний, которые развивают технологии. За все эти платформы, которые агрегируют, например, информацию, или которые предлагают недвижимости, или которые предлагают услуги для все эти партнеры.
Иногда эти платформы бывают не только для покупателей, эти платформы бывают только для бизнеса, только для партнеров. И поэтому эти все синергии можно, как сказать, повлиять на рынок. Консолидация несколько из этих больших компаний, которые влияют не только на наш рынок, а тоже уже являются как региональные лидеры и относятся иногда позитивно, и иногда не так позитивно на рынке, потому что от их сервиса и от их услуги тоже зависит каждый партнер в эту индустрию, каждый партнер в этот бизнес. После ковида, например, это было как большой катализатор за развитие такие новые инновативные платформы. Было очень интересное время, когда люди поняли, что они нуждаются в такие платформы, такие технологические способы. Это хорошо повлияло рынке, конечно, показало совершенно другой опыт. И еще демонстрация на те люди, которые сильно понимают рынок, которые понимают тренды и которые понимают нужды этот рынок. Было очень интересно все эти, конечно, посмотреть. Чем, по вашему взгляду, отличается компания Aqua Properties от других игроков на рынке? Наша компания отличается, во-первых, по факту, что мы относимся более как семейный бизнес, чем государственный или бизнес для инвесторов. И это позволяет нам принимать быстрые решения, следовать нашу собственную стратегию. Это не единственный позитив, конечно. Когда компания большая, когда компания принимает субсидии от государства, когда компания отвечает за много интересов, я не говорю чужие или личные, когда компания другой объем работает, то, конечно, много факторов влияет на развитие этой компании. Наша компания за последние 20 лет развилась очень хорошо и создает условия за все наши коллеги развивать себя. И это самое главное, что не только компания развивается, а еще люди, которые работают с компанией. Вот это важно, что люди вместе с компанией идут наверх. Абсолютно верно. Крис, как тебе сама компания Aqua Properties? Закрывает ли она все твои потребности касаемо дохода и касаемо личного развития? Не только в нашей компании, в нашей индустрии просто можно сказать, что и доходы, и развитие зависит единственно и самое важное от вашей сильной желания успеха. Компания как компания очень важная, но если это не было изнутри, то не было и успеха. Можно сказать, что это не просто моя работа, это моя жизнь уже. Очень тяжело поменять. Например, хирург никогда не будет в другую профессию, как и адвокат никогда не будет в другую профессию. Так относится и по недвижимости. Я думаю, что никогда я не буду в другую профессию. Может быть, конечно, поменяться не только в продаже и не только в застройку, но это уже определенный в мой мир. Но это и говорит о взятии ответственности на себя за свой достигнутый результат. Абсолютно верно. Ну, кстати, по поводу адвокатов. Я знаю много адвокатов, которые перешли работать брокером в агентстве недвижимости. Это, наверное, относится и для прихода, для прибыли, которую они зарабатывают. Но мы тоже работаем с много адвокатов. И, конечно, если заметим, где сейчас закрывается большинство от сделки и большинство от... Вообще даже процесс подписывания каждый документ. Всегда обязаны это сделать либо в нотариальный офис, либо в адвокатную контору. Это обычно в Европу, не так сильно в Дубае. Но, конечно, эти люди уже связаны с нашей индустрией. Адвокаты, нотариальные офисы. Это всегда очень хорошие контакты, и переобратить им в нашу индустрию может быть не так тяжело. Ну да, с той базой клиентской, которой они владеют. Крис, такой вопрос, который будет наверняка интересен нашим зрителям. С какими проблемами сталкиваются начинающие брокеры? Самая большая проблема, которая бывает в нашей индустрии, это дисциплина. И это проблема не только брокеров, не только на личную основу, а, можно сказать, еще влияет тоже очень сильно от все негативы индустрии. Каждый день, каждый брокер можно получить от каждых 100 звонков
99 раза нет. И это не подходит за каждый характер, за каждую личность так легко. И эта дисциплина создает твой характер, и эта дисциплина создает твой успех. Если ты принимаешь «нет» как отговор последний, и если ты принимаешь «нет» как отговор для следующей «да». Конечно, не единственный фактор, но самый большой. Все люди, которые в нашу индустрию, и все клиенты нашей индустрии, можно сказать, каждый день подписывают свою жизнь. Каждый день, когда ты встречаешь твой клиент, он уже понимает рынок намного лучше, чем ты иногда, потому что он подписывает свою жизнь. Можно найти такой клиент, который легче тебе образовывает, будет твой ментор в нашу индустрию, потому что он делал это много раз. И это очень важно для каждой новой партнера, и для каждой новый брокер принимать эту информацию, этот опыт не только со стороны цифры, а еще с эмоциональной стороны, как они принимают это решение. Для инвесторов есть один интерес. Для людей, которые живут в этот дом, есть абсолютно другой интерес. Формула строительства всегда одинаковая, но с каком стороне ты смотришь. Каждый профессионал нужно все это хорошо понимать. И этот разговор рассказывать с другой угол каждый раз, когда встречает инвесторам и покупателям, и разграничивать это. И, конечно, принимать эту информацию и этот опыт преобразует каждый ответ «нет» на ответ «да». А еще немаловажно мыслить более масштабно. Я помню нашу с тобой первую встречу, когда я еще пришла работать брокером, и ты, когда презентовал мне проекты, ориентировал меня на что, помнишь? Не думай про студию, не думай про однокомнатную квартиру. Да, мысли масштабнее и давай продавать этажами. Не только этажами, не только большие объемы, но нужно, конечно, это после дисциплины приезжает позиционирование. Потому что если твоя цель будет маленькие объемы, то, конечно, ты получишь эти результаты. Если ты не уверен, что можешь работать на другой уровень, то в эту индустрию, наверное, будет тебе очень тяжело. Если ты на себе так смотришь, то, конечно, инвесторов, когда тебя встретят, они тоже не посмотрят на тебя с другими глазами. Поэтому позиция, которую выбираешь, это очень важно. От этот выбор потом будет определенный, какая информация, какой опыт и какой уровень на твои результаты потом будет дальше. Это нелегкий процесс, конечно, и это не можно изучить на 1 или 2 года. Но эта дисциплина, которой мы только общались, с хороший опыт, это абсолютно возможно. У каждого есть свой шанс. Бог смотрит для всех. Просто нужно делать правильные выборы. Да. И получать знания, и уметь правильно эти знания применить на практике. Правильно. Да. И действовать всегда во благо клиента. Экологичность, абсолютно, что немаловажно в нашей работе. Да, абсолютно верно. И поэтому называется наша индустрия на английском языке более, как сказать, не позитивно, а более правильно real estate. Реальные недвижимости. Да. Конечно, есть новости, которые делают эту недвижимость виртуальной, но там просто относится более для маркетинговой и для планировки, чем реальное превращение и реальность недвижимости. Крис, спасибо тебе огромное, что ты пришел на наш подкаст. Было очень интересно. Я уверена, что наши зрители оценят, им очень понравится. Какое у тебя осталось впечатление от нашего общения? Во-первых, вам тоже спасибо, что меня пригласили. Было очень интересно с вами пообщаться. Я надеюсь, что вся эта информация для нашего города, для нашего рынка, для нашей индустрии будет очень информативная для аудиенции. И еще далее надеюсь, что будем, как ты сказал, все это имплементировать для блага наших клиентов.